Маркус Харпер, успешный предприниматель из Портленда, привык жить по расписанию, в котором не оставалось места для спонтанности. Его 8-летняя дочь Элли, тихая и хрупкая, казалась частью интерьера большого холодного дома, пока однажды он не решил устроить ей простой сюрприз – заехать на обед в школьную столовую. Он ожидал увидеть обычный шумный зал, но заметил, что Элли сидит в дальнем углу одна, перед тарелкой с холодной едой. Рядом стояла ее новая наставница, Мариан Кроуэлл, женщина, которой Маркус поначалу доверился, считая ее внимательной и заботливой. Но ее жесты были резкими, а взгляд – требовательным. Элли почти не шевелилась и выглядела болезненно. Маркус наблюдал, как Мариан ставит перед девочкой порцию, похожую на остывшие остатки, и как та, едва заметно дрогнув, начинает есть. Только тогда он увидел то, что месяцами игнорировал. Дома он замечал усталость дочери, снижение аппетита, редкие ночные всхлипы, но списывал все на школьный стресс. Теперь пазл сложился. Он забрал Элли из школы и повез в больницу. Врачи выявили сильное истощение и последствия длительного стресса. Девочка молчала, но на ее лице читался страх. Маркус впервые понял, как глубоко ошибался, доверив ее человеку, который лишь скрывал жестокость под видом дисциплины. Разобравшись в ситуации, он подключил юристов, предоставил доказательства и инициировал расследование. Школа оказалась погружена в атмосферу страха, и только после открытого скандала сотрудники начали признавать, что Мариан давила на детей и коллег. Когда Элли начала восстанавливаться, Маркус перестроил всю свою жизнь. Он перевел дочь в другую школу, пригласил психолога и стал проводить с ней много времени. Постепенно в ее рисунках появлялись цвета, а ночные страхи становились слабее. В один из вечеров они сидели во дворе их дома, он с чашкой теплого чая, она с альбомом на коленях. Элли рисовала двух людей под большим золотым кругом. Она уже не пряталась за закрытыми дверями и не вздрагивала от шагов. Она держала отца за руку не из страха, а из доверия. И тогда Маркус понял, прежняя история закончилась. В их жизни, наконец, начался новый, спокойный и светлый этап, который они будут строить вместе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.